Привет, я думаю, зрители помнят, что на моем канале я выпускал видео про старые суперхиты на современном компьютере, и называлась эта рубрика, по-моему, «Назад в прошлое». Там я запускал все на ультра 8К, и в целом это было, интересно даже лично мне. Плюс к этому мы постоянно собираем компьютеры, там делаем всякие сборочки, чтобы запускать все те же ПК-шные хиты, и это уже отчасти становится, скучным. И временами хочется что-то, вы знаете, примитивного, простого, например, запустить мобильные суперхиты не на смартфоне, а на компьютере. Причем использовать при этом хотелось бы мышку с клавиатурой вместо привычной мазни по маленькому экрану смартфона и так далее. В общем, друзья, в этом видео запустим бесплатные фришные мобильные проекты на мощном компьютере с RTX 3060 Ti и посмотрим, насколько улучшится картинка и можно ли стать, то есть лучше стрелять при помощи мышки с клавиатурой. И в первом случае у нас я использую доступный вариант запуска игр через Windows Microsoft Store. Там есть, если помните, свои мобильные версии на ПК, но там довольно мало бесплатных игр, однако есть, конечно, достойные, но это нужно уже искать в Play Market, а значит, во втором случае, чтобы запустить уже полноценные игры, нам нужен что? Правильно, Play Market. Мы используем бесплатный эмулятор для этого случая, точнее один эмулятор из множества доступных, и на его примере закинем что-то на мышку с клавиатуры, чтобы проверить. Итак, начнем, пожалуй, сперва с Microsoft Store. Это самый простой способ запустить, например, Roblox или там, например, Rainbow, то есть Raid Shadow Legends, но есть проблема, там очень мало достойных игр, и поэтому выбор крайне скудный. Однако есть и преимущество запуска игр из Microsoft Store. Это то, что все эти игры там оптимизированы под мышку с клавиатурой, и даже можно настроить визуальную часть, и она, я признаюсь, лучше, чем на смартфоне. Почему, вы спросите? Да, потому что используется железо компьютера, в отличие от эмулятора, что просто симулирует железо смартфона или планшета. То есть картинка получается более четкая и качественная именно в версии мобильных игр для ПК через Microsoft Store. И в моем случае я запустил сперва State Survive. Это странная песочница, в которой нужно выращивать ресурсы для жизни, защищать свое поселение от зомби и монстров. Одним словом, это по сути Plant and Zombie, но с небольшой экономической частью и довольно средней картинкой. И понятное дело, что 60 FPS это не проблема для ПК с i5 13600K и 3060 Ti. И тут, если бы не стоял лог на фреймрейт, мы бы получили там не 60, а 1060 FPS. Так или иначе, чисто скоротать 15-20 минут в жизни можно за этой мыльницей даже на очень слабом ПК, если вообще у вас нет денежек на игры. Просто открываете Microsoft Store и выкачиваете любую бесплатную выживалку про зомби. Иное дело это Minecraft, и он тоже бесплатный тут, и тоже имеется он в наличии в Microsoft Store в свободном доступе. И я решил проверить таки именно Java-версию Майнкрафта. И честно признаюсь вам, мобильная Java-версия вообще никак не отличается визуально от большого, скажем так, полноценного Майнкрафта, то, что продается за денежки сегодня. Как по мне, разницы вообще никакой, и тени нормальные, и анимация нормальная. В общем, складывается впечатление, что перед нами все тот же Майнкрафт, но бесплатный. Это очень удобно, если вы, скажем, впервые спустя 10 лет решили узнать, что же такое Майнкрафт. Чисто для ознакомления можно сперва скачать и проверить мобильную фришную версию, прежде чем покупать полноценную версию на ПК. Еще, конечно же, я решил проверить Raid Shadow Legends. Это то, что я лично запомнил, то есть было одно время популярно на смартфонах, и вот спустя некоторое время вышла версия на ПК, и у нас, скажем так, явно лучшая визуальная часть. Я, конечно, не знаю, насколько Raid считается передовой на смартфонах, но даже на ПК она смотрится нормально, и местами я бы даже не сказал, что это мобильный порт на компьютер. Весьма симпатичная анимация, и если есть возможность, то лучше все же на ПК пройти игру, чем на смартфоне. Это ни в коем случае не реклама, не подумайте, но местами мобильные игры умеют удивлять, это действительно, как, например, та же Genshin Impact. Она ведь тоже была сперва, если помните, на смартфонах, а потом уже стала известной и вышла на ПК и на консоли. Так что вот так вот, друзья.
Друзья, с мобильными проектами для компьютера тут уже все понятно зрителям. Да, там мало официальных бесплатных хитов, там нет Call of Duty, нет PUBG Mobile и так далее. Поэтому, чтобы получить полноценный, то есть полный доступ ко всем проектам, лучше всего использовать обычный Play Market на вашем компьютере. И для этого нужно что сделать? Правильно, запустить эмулятор. Причем эмуляторы Android платформы, они не такие сложные и запутанные, как эмуляторы, скажем, консоли. Там не всем все понятно, там довольно сложно, а вот эмуляторы Android тут очень все просто. Во-первых, вы просто скачиваете приложение, далее устанавливаете его на ПК, и на этом все. Потом далее в самом приложении, то есть в моем случае я решил использовать LDP Player, и вот в этом приложении после установки там видим меню сбоку, и в нем в этом меню есть настройки. Можно выставить разрешение экрана, частоту кадров, сколько памяти и прочее будет съедать компьютер. Но я бы, честно, на вашем месте не менял вообще ничего в настройках. У меня все стоит по умолчанию и как бы рекомендованные настройки. И вот в таком случае у нас по сути видим с вами рабочий стол, словно мы запустили какой-нибудь Android планшет. Просто идем, открываем Play Market на этом столе, и там потом в этом разделе входим в свой аккаунт, и все, перед нами полноценный Play Market с кучей бесплатных игр. Можно все скачивать без проблем. Причем все управление у нас через мышку с клавиатурой, и это довольно удобно. Например, я решил скачать и проверить сразу сперва Standoff вторую часть, и тут, конечно же, стрелять на смартфоне было все одинаково сложно. Однако становится куда проще, если запустить Standoff через эмулятор с мышкой и клавиатурой. Я не скажу сразу, что я стал прям мастером в своем деле, но то, что я впервые запустил Standoff, вообще этот шутер сетевой, и сумел при этом настрелять прилично киллов против людей на смартфонах, это явно заметно. Если провести еще парочку часов за Standoff, то можно просто, я не знаю, увеличить свой скилл до небес. Очень просто, элементарно, с мышкой и клавиатурой буквально навелся, один клик и все. Причем все отлично видно на большом экране монитора, а не на маленьком экранчике смартфона. Да, конечно, это нечестно, я признаюсь, так делать, ведь люди там сидят, парятся на обычных смартфонах, а я, видите ли, такой умный на компьютере. Конечно, мне проще это все сделать при помощи мышки, это почти что читерство, поэтому я за честные соревнования, но чисто для видео я решил таки проверить Standoff именно в эмуляторе, и все работает, и на этом как бы не стоит дальше издеваться над простыми людьми на смартфонах. Да, визуально, конечно, отвратительно смотрится Standoff даже на ПК и даже на максимальных настройках, это очень печально, но для мобильной помойки, то есть платформы, это супер хит, это эпический успех, поэтому не мне судить, я лишь просто констатирую факт. Окей, друзья, едем далее, и теперь давайте проверим, как работает PUBG Mobile через эмулятор, и тут есть о чем рассказать. Но, во-первых, мне непонятно, почему не меняются настройки графики, а точнее разрешение экрана явно не Full HD, оно просто не срабатывает в меню, от чего мы видим мыльцо и явно не лучшую детализацию. Я пробовал действительно поднять разрешение через эмулятор, но там тоже не срабатывает, ну и в принципе на этом я перестал что-то пытаться там улучшить. Да, это не всем, конечно, важна визуальная часть именно на смартфоне, но на ПК это очень сильно раздражает. Иначе видно буквально все, и каждую лесенку, и на фоне PUBG Mobile даже Standoff теперь кажется просто, не знаю, Far Cry в 2023. Хотя, конечно, стоит признать, что стрелять через мышку с клавиатурой явно проще, и прицельно делать киллы заметно удобнее именно на мониторе, чем на смартфоне. Короче, интересно, друзья, получается. В конце еще хотелось проверить ради интереса Need for Speed. И тут, наверное, хуже всего адаптированы в эмуляторе именно гоночки, потому что поворачивает машинка только при помощи мышки. И только мышка дает свайпами всякие там ускорения, дрифты и так далее. То есть клавиатура тут не работает, и подключение геймпада от Xbox тоже не сработало. Причем в Need for Speed у нас стоит как бы дурацкий лог на 30 FPS, и при этом разрешение экрана тоже не меняется. Точнее, настроек нет, и поэтому 720p растянуты до Full HD через эмулятор. Картинка очень мыльная, мне не нравится такой результат, и поэтому рекомендовать эмулятор можно только исключительно для стрелялок от первого лица, в котором, то есть, сам эмулятор уже оптимизирован. Ну а что тут как бы жаловаться? Бесплатно скачали эмулятор, бесплатно скачали с Play Market любую игру, и при этом мы еще как бы хотим качества, словно как это мы запускаем что-то на ПК. Нет, конечно, мобильные игры — это
особый сорт продукта, и он заточен под смартфоны и планшеты. И запуск на ПК через эмулятор, ну, явно не был в планах разработчиков, так что поэтому тут как бы стрёмно все смотрится на компьютере. Как-то вот так, друзья. Ладно, на этом у меня, наверное, все. Уже будем заканчивать. Если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайк, и я еще придумаю, что можно снять в этом же формате. Всем еще раз спасибо за просмотр. Увидимся уже очень скоро. Не болейте и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.